Привет-привет! Открываем сегодня со Степаном последнюю историческую страничку в этом году. Давайте посмотрим на взаимоотношения и семейную жизнь князя Ренье и Грейс Келли, как познакомились, как жили из-под палки Ли или по большой кристально чистой любви, и что он не женился после ее смерти, неужели действительно так сильно любил. Заодно в конце кусочком посмотрим, правда ли, что у нее там какой-то инсульт случился в мозгу или все-таки неисправная машина. Ренье и Грейс Келли. Я сегодня хочу попробовать такую экспериментальную схему. Давайте так. Для начала князь Ренье. Молодой, симпатичный, амбициозный, гулёна, жил себе в Монако, всяко разно развлекался. Какой он был? Молодой, задорный, красивый. Ренье. Видали? Молодой, задорный. Я так понимаю, у них там в Монако вроде как закон такой, что ты то ли на престол можешь вступить, то ли обязанность у тебя такая. Короче, у тебя обязательно должна быть жена и обязательно должен быть мужского пола наследник. Что-то у них там в законах прописано. И вроде как, поскольку он князь, и его, наверное, с детства к этому готовили, подразумевалось, что у тебя должна быть какая-то девушка, которая рядом с тобой будет твоей императрицей, поскольку ты, грубо говоря, император в своей стране. И, наверное, у него была, если не потребность, то как будто бы необходимость, да, он все время ее с собой носил, и со всеми теми девушками, с которыми он встречался обильно и разнообразно, он, наверное, все-таки присматривался к ним со стороны потенциальной жены. И каждый раз у него что-то не получалось. То есть он гулен-то гулена, и внешне это выглядело как такое получение удовольствия от жизни, но на самом деле человек, надо полагать, был в поиске и как-то слегка разочаровывался в том смысле, что не получалось найти именно подходящую. Возможно, кто-то там с этим спорил. Да? Каждый раз, когда ты влюбляешься в какую-то девушку, тебе говорят, что она тебе не по статусу и не подходит тебе в качестве потенциальной жены. И вот как-то он так вот вокруг женщин, он вертелся и крутился. Хотя, если брать внутренние какие-то качества человека, то, во-первых, это человек очень чувствительный, да, которому легко задеть струны какие-то души, и, может быть, даже легко обидеть, может быть, он такой обидчивый был, эмоциональный. С другой стороны, по императрице, он, опять же, с детства, наверное, был воспитан в том направлении, что не для самого себя ты живешь, ты как будто бы для других, то есть твоя как миссия все равно вот распространять это добро, для страны своей стараться, да, развивать вот это вот все. То есть у него такая широта души присутствовала. Надо было как-то облагораживать вокруг себя, как-то улучшать. Как-то нужно было выйти на следующую ступень после своего отца. Они каждый раз стараются, чтобы следующее поколение приносило больше пользы, чем предыдущее, именно с точки зрения правления над своим государством. И в этом смысле мечи, как логика и как умение договариваться, тоже в характере присутствует. Я не скажу, что он мягкий, хотя по императрице можно было бы сказать, что такое какое-то мягкое, такое женское у него влияние больше, чем кулаком по столу, да, и там всячески войной идти на всех, кто с тобой не согласен. Наверное, какая-то мягкость присутствует, но не то чтобы совсем тюфяк, то есть мнение свое у него тоже есть. Высказывать он его не боится, настаивать на нем он не боится. Такое вот сочетание между прогрессивным и работающим в направлении благосостояния своего окружения, благосостояния своей страны, имеющий в виду четкую цель и имеющий стержень какой-то внутри. Какие, да, стержни, какие позитивные черты характера у него были, которые ему помогали. Этому, наверное, научили, как сказать, черта характера, но, с другой стороны, не научишь человека, который к этому не предрасположен. По Шуту, я думаю, что был не авантюрист, но инноватор. Авантюрист – это все-таки, если бы у нас с другой стороны эти карты легли, а здесь он был такой новатор, который не боялся чего-то нового, который не боялся прогресса, который не боялся сдвинуться с какой-то многовековой точки, там, традиций каких-то, которые уже годами до тебя действуют. Нет, вот он все время что-то придумывал, что-то новое, старался что-то
сделать, какие-то новости в свою страну вводил в надежде на то, что это принесет пользу и как-то преобразует. Любовники мне здесь видятся, опять же, если с положительной точки зрения смотреть, то это выбор. А в данной колоде это такой вариант выбора. Из двух вариантов ты выбираешь себе более подходящий. То есть это такая дипломатия, грубо говоря. Он тоже не слепо действует в сторону одной какой-то идеи. Он открыт к вариантам, он открыт к диалогу. И он разумно головой, не только на основании своих чувств. В данном случае молодой человек выбирает девушку, да, и тут ты не только потому, что я в нее влюбился и все хочу, не могу, буду жениться именно на ней. Надо какую-то дипломатию проявить, надо как-то выяснить, а подходит, не подходит. И в данном случае, я думаю, что касалось не только девушек, но и вообще по жизни. То есть это черта характера такая, которая не давала ему, вот у него вот этот вот шут, который при желании и при наличии этого желания внутри может, в принципе, ухнуть в какую-то авантюру, может попробовать сделать что-то новое, не рассчитывая на какой-то, даже не то, что не рассчитывая на подходящий результат, а не просчитывая, что ли, этот результат, он как получится. Вот просто я ухнул, я попробую, а там как получилось. В данном случае мозги прикладывались к этим решениям тоже, они обдумывались. Это вот какая-то правда, это какая-то дипломатия и какая-то внутренняя работа над собой, в том смысле, что не всегда эмоция превалировала, но не всегда и мысль холодная, и какой-то холодный расчет превалировал. То есть он умел балансировать, я думаю, это все внутри себя. Чего он не умел делать? Вот, кулаком по столу, во-первых, он не умел, все-таки он мягкий, все-таки имея императрицу внутри, такое немножечко более спокойное, более мягкое, более ближе к уговорам, да, состояние внутри, чем вот кулаком по столу и шашкой помахать. Этого он не умел, в конфликты вступать не умел, может быть, не хотел. Но и, смотрите, по тройке кубков я вижу легкость общения, какую-то поверхностность. То есть, опять же, если тебя всю жизнь воспитывают в дичайшей ответственности за огромное количество людей, не то что у Монако прям какая-то гигантская страна, но людей там есть, и ты за них в ответе. У тебя перед ними ответственность какая-то. Легко к этому относиться нельзя. Не то, чтобы вот он, если даже внешне он выглядел как какой-то повеса, который гуляет там, как-то не сильно там на машинах разъезжает, с девушками встречается, как-то вот он сегодня туда, завтра обратно. Это не легкое отношение к жизни, это не потому, что ему плевать было, и не потому, что за него делали все остальные дела. У него голова-то была забита, и вот легко относиться к жизни у него плохо получалось, потому что вот, видимо, груз ответственности все-таки давил, он, наверное, достаточно серьезно к нему относился. Опять же, в характере у него заложена ответственность, заложенные мысли какие-то, вот логика какая-то, то есть он соображал головой, что вообще зачем следует, и где границы его ответственности, и что нельзя к этому легко и свободно относиться. И вот это вот благосостояние всей своей страны по императрице все-таки каким-то образом заложили с самого раннего детства. И вот, значит, подходит момент, когда этому самому Ренье надо, не надо, хочется, не хочется, сам он это решил или другие ему подсказали, пора выбирать жену, княжну в свое это самое княжество. Он в этот конкретный момент в каком был состоянии? Он этого хотел, он к этому стремился, он был в какой-то депрессии из-за того, что его заставляют, он противился этому, ему это не надо было, или в каком он реально был в состоянии относительно вот этой необходимости жениться. Вот буквально за секунду до встречи с Грейс Келли. Как это выглядело снаружи? Ну, как будто подошел он к этому моменту. Люди видели, что возраст подходящий, что уже вроде как пора. Вроде как, опять же, со стабильной точки зрения, с какой-то, ну, здесь вот со стороны работы, но работал он князем, да, работал он главой государства. Он вот такой вот молодой, может быть, неопытный, но шаги следующие делать надо. Уже подошло такое время, когда вот у тебя следующая стадия, вот она у тебя в руках. Ты уже не просто там подросток какой-то, которого в университетах учат, и что там ты профессию какую-то получаешь, или там в армии служишь, что там делают люди до того, как вступают в какую-то активную фазу своей ответственности по жизни. И вот он подошел,
еще только-только на грани, но он уже подошел к этой вот самой стадии, к этой самой следующей ступеньке, когда нужно уже начинать становиться настоящим нормальным князем и продолжать эту свою деятельность. Это так люди видели, что как будто бы пришло время, и как будто бы пора, и как будто бы вот он уже готов. Он внутри себя что на эту тему чувствовал? Может быть, он решился, потому что влюбился, может, он ее где-то видел. Может такое быть, что он заранее там кино, например, посмотрел какое-то. Нет, не может быть. Хорошо, ладно. Тогда, значит, он, в принципе, смотрел на эту вот свою необходимость, на эту ситуацию спокойно. Ему эта идея не претила. Не то, чтобы она ему очень сильно нравилась, и не то, чтобы у него было какое-то жгучее желание прямо срочно женюсь завтра. Влюблен он в данный момент не был. Не было у него никакой девушки, которая противоречила бы этим планам, да, какая-то, например, неподходящая, за которую жениться не дают, а надо вот выбрать какую-то подходящую, которая, значит, в противоречие с твоим сердцем идет. Нет, он, в принципе, с открытым ощущением шел, что такое, ну, надо жениться, сейчас выберу себе красивую, пусть она мне нравится. Вроде как выбирать тоже такой процесс не самый неприятный. Давайте будем выбирать. Он как-то открыт был к этой идее, но довольно спокойный и довольно, ну, как бы не то, чтобы он туда сильно рвался в это состояние. Ну, надо так надо. То есть такие, я думаю, что вот эти все роялти, у них ответственности больше, чем собственного желания. Я думаю, что они настолько с детства натренированы уже, что сильно спорить в данном случае не у многих получается. И вот, значит, все это время параллельно в далекой Америке у нас жила Грейс Келли. Снималась в кино у Хичкока, получала Оскары свои, там всякие глобусы и прочее разное. Хорошо себе жила. Знаменитая, красивая, богатая. И, по-моему, у нее даже ухажер какой-то был, ну, такой официальный, с которым прям-таки она время проводила. Хотя она была молодая и вроде как еще не остепенившаяся и не планировавшая, что характерно, это делать. Вот это самая молодая, сколько ей там лет было, 20, Грейс Келли. Она какая была? Ну, self-made. Она все делала сама, у нее был план, она хотела этого делать. Она прогрессировала в работе, она этой работой интересовалась, она хотела из себя что-то сделать. Ну вот она была на профессию ориентирована. Я думаю, что она спокойно, не спеша шла к своей цели, и целью у нее не было стать княжной, выйти замуж за какого-нибудь принца, там, королевой, сменить полностью свою как-то профессиональную ориентацию. Я подозреваю, что она хотела быть актрисой. И она медленно, стабильно, уверенно, с планом, с идеями, не просто текла по течению, а шла целенаправленно к своей цели стать хорошей, качественной актрисой, получающей за это и соответствующие гонорары в том числе, а также признание, а также подтверждение этих ее достижений. Мак, он такой человек странный, прямо скажем. Он, с одной стороны, плюет на мнение окружающих, потому что он делает только то, что он делает, то, что он хочет, то, что он решил. А с другой стороны, если тебя за это хвалят и всячески восхваляют, и всячески гордятся тобой, и всячески тебе об этом говорят, да, и по-шорстки тебя гладят, и всякие разные комплименты тебе делают, то почему нет, это очень приятно. То есть ты как бы и на публику в данном случае тоже работаешь. Смотрите, как я могу, смотрите, как здорово у меня все это получается. И люди, значит, хлопают, рукоплещут, и ты такой, да, я молодец, я маг. Какие положительные и сильные черты характера ей помогали в этом движении? Это карьеризм. А это карьеризм. Видите, не то, чтобы эти постоянные выборы делать, не делать, становиться, не становиться, а быть изначально вот, ну если не роялти, то внутри ощущать себя чуть-чуть выше других, да, чуть-чуть лучше других. Я вот не буду прям сурово тут говорить, что она настолько амбициозна и настолько эгоистична была, что прямо я здесь Грейс Келли, а вы здесь рядом никто. Вряд ли она так себя вела, вряд ли она так себя чувствовала, но какое-то внутреннее стать и внутреннее какое-то ощущение того, что ты имеешь право на большее, достойно большего и можешь осилить это самое большее, у нее было. Из-за чего всегда приходилось делать соответствующий выбор между правилами, между законами,
между какими-то моральными принципами, между осознанием того, как работает система, как тебе в эту систему встроиться правильно, да, как-то вот логически какое-то такое осмысление того, в какой ситуации ты находишься, между этим и между чувствами, между своим желанием, между капризами какими-то. То есть это такая стойкая, во-первых, такой характер закаленный, который не капризничает никогда. Надо, значит надо. Велели, значит велели. Если так по правилам, если все так делают, если в Голливуде такие правила, если такие установки, то я буду так делать. Нравится мне это, не нравится, хочу я, не хочу. Мы идем четко к поставленной цели. Если говорят, что это нужно делать соответствующими методами, способами, значит, я буду это делать. И не важно мне, что у меня там какие-то амбициозные планы на получение максимума чувств, например, или там я бы хотела, наоборот, плюнуть на это все, выйти замуж и радостно рожать каждый год своему любимому мужу детей, вот это вот все. Нет, это все у нее уходило на задний план. Она четко, достаточно холодно внутри себя шла к своей цели. То есть это черты характера, это ее возможность сконцентрироваться, это ее возможность сосредоточиться на для нее в данном случае главном, в данный момент главному, что для нее было важно, что для нее имело сейчас приоритет, к тому она могла идти достаточно уверенно. И вот это вот сомнение, оно, конечно, всегда присутствует. В женщине в любой всегда присутствует. Мне делать так, как надо, или так, как я хочу. Это такая какая-то внутренняя настройка по дефолту, которую не поменяешь. Но она достаточно... У нее достаточно были, как сказать, полярные представления о том, между чем она выбирает. То есть такой какой-то максимализм, может быть, подростковый, либо все в профессии максимум. И все глобусы, и все Оскары, и я самая знаменитая актриса на планете. Или другая совершенно крайность, когда тебя вообще никто не знает, и ты вот, что называется, штампуешь детей своему мужу, прям-таки не просто остановиться на одном, на двух, да, допустим, и дальше продолжать там собой заниматься, еще что-то. Нет, уйти в семью, просто в мужа раствориться, там полностью стать прям-таки домохозяйкой, мамой, там, чем угодно. То есть какие-то полярные очень представления, между которыми она внутри себя металась, имея внутри какую-то стать и ощущение с характером, с внутренним состоянием мага, она всегда правильно выбирала то, что ей в данный момент нужно. Что мешало ей, какие черты характера мешали ей. Тревожная чуть-чуть, да? Это на самом деле не страшно. Тревожная. Куда уходить собиралась? Во-первых, она, конечно, тревожная и переживательная, не то чтобы, если она даже была уверена в том, что делать надо, она не всегда была уверена, что это к хорошему приведет и что это правильно хотеть. Как будто бы, опять же, по императору ты делаешь то, что в данном случае оправдано, как сказать, не внешними факторами, а обстановка, что подстраиваться нужно было. То есть там было мало личного мнения, мало личной уверенности, а просто делалось как надо было. Как надо, это люди снаружи говорят. И присутствовала все время вот эта вот небольшая тревожность на тему того, что а вдруг неправильно я решила, а вдруг мне неправильно сказали, а вдруг я хочу чего-нибудь другого, например, а не могу себе позволить, потому что есть рамки законов, строгие границы, какие-то определенные правила, по которым нужно действовать. И очень плохо у нее получалось вот из-за спины как-то обманывать, что ли, людей, как-то по головам. Даже не столько обманывать, сколько, ну, действительно неприятно было, когда ты нечистым профессионализмом и нечистой идеей побеждаешь. Потому что вот защищаться каждый раз приходилось, и защищать свои вот эти вот страхи внутренние, и защищать себя от этих страхов на тему того, что ты что-то делаешь не так. А не так у нее, ну, не получалось у нее не так. Она была не злая, была в, как сказать, в здоровой форме амбициозна. Это не застило ей разум, не застило ей здравый смысл. И даже если ты идешь к каким-то своим целям, и даже если тебе нужны победы, и даже если кого-то нужно растолкать локтями на этом пути и как-то выбиться вперед, не получалось сделать это, ну что ли, не самыми моральными способами. Ну, то есть честный, как все равно внутри себя человек, да, конечно, амбициозный, конечно, тянущийся куда-то
чуть выше обычного среднестатистического человека, конечно, были идеи и планы грандиозные. И, конечно, было ожидание, что это все сработает, потому что я же все делаю правильно, я правильная девочка, я все делаю по правилам. Я следую всем вашим законам и всем вашим распорядкам. Даже если мне это не всегда нравится, даже если я этого не хочу, я все делаю правильно. Разумеется, я должна за это получить свой какой-то приз, который я хочу. Но вот совсем какими-то окольными путями и совсем какие-то гадости людям делать, это было не в ее характере. И вот за 5 секунд до знакомства с Ренье, в каком была она состоянии относительно эмоциональности своей, был у нее кто-то, не был, была она влюблена, собиралась ли она замуж, имела ли она вот эту вот мысль о том, что когда-нибудь я выйду замуж, стану женой какого-то мужа, и тогда вся моя карьера встает на паузу, например, или забывается, или это какая-то предыдущая ступень, с которой я уже перехожу на какой-то другой уровень. Она вот до того, как они знакомятся, и до того, как она понимает, что ей за него вроде как замуж надо выходить, или она хочет, до знакомства с ним, она в каком была состоянии, и как она выглядела на люди, рвалась ли она замуж. Ой, у нее в жизни столько всего происходило, и так быстро это все происходило. Судя по всему, она не очень-то выглядела как человек, который прям-таки стоит и ждет своего принца. Да. Ну вот этого состояния в ней, скорее всего, не было. Там не было такого, что что-то я застыла, что-то я как-то не пойму, что нужно делать. Столько всего происходит, так это все, там много людей, там много действий, там много желаний, у нее были планы. Она, как мы выяснили, амбициозная достаточно была. В сторону любви не была направлена вообще. То есть она не сидела и не страдала, да, у окошка на тему того, что вот у меня жизнь почти сложилась, а принца-то на белом коне и нету, как же так, что же мне не хватает. Людям казалось, что она достаточно полноценная, достаточно занята собой, достаточно занята своей жизнью, чтобы заниматься, грубо говоря, какими-то глупостями, да, чувственными. На самом деле. Да, на самом деле так и было. У нее, не скажу, был ли план жениться, наверное, нет. Ну, в смысле, замуж выходить. Это такая холодная королева. Ее, наверное, может быть, ее же примерно так и воспринимали, и называли. То есть это человек, действующий больше от мысли и от правил, чем от сердца, такая нетипичная женщина. Если приходит в голову какая-то идея на тему того, что «а вот теперь мне пора замуж», то она, конечно, добьется своего. И помагу сама решит, и сама выберет, и не заставишь ты ее, но с другой стороны у нее где-то есть в положительных чертах вот это вот императорские какие-то замашки о том, что все нужно делать по правилам, все нужно делать по расписанию, по ступенчато, да, не перепрыгивать там через ступеньку, все идет по плану, все идет по... Она четкая такая логическая была женщина, не направленная на эмоциональное какое-то состояние вообще. То есть она не ассоциировалась у людей с какими-то романами, с какими-то гуляниями, с какой-то ветреностью, и сама себя такой не чувствовала. Она уже немножечко, знаете, распрямила спину и подняла подбородок на тему того, что, ну вот как-то ощущение королевишности какой-то уже было. Такое, я вам не просто так здесь. Не на улице меня встретили. Я, между прочим, Грейс Келли. У меня, между прочим, Оскар уже есть. Я, между прочим, вот знаменита. Между прочим, где появляюсь, там вот все это, вспышки папарацци, и все люди ко мне бегут, значит, вопросы задать и автограф взять. Ну, как бы не просто так я здесь. Вот такое вот королевское состояние, к которому она, собственно, вот по этой вот девятке пентаклей пыталась все время пробраться, она какого-то определенного уровня достигла и ощущала себя достаточно комфортно в этом. Ничего любовного и ничего какого-то взбалмошно-чувственно-чувствительного, эмоционального в этой женщине в тот момент не было. Собираем это все и знакомим князя Ренье и Грейс Келли. Вот мы их знакомим. Вот они познакомились. Какое они произвели друг на друга впечатление. Что подумал Ренье о Грейс и что подумала Грейс о Ренье, когда они увиделись. Или наоборот. Ну, во-первых, он зачем-то с ней встречался. Они не на улице просто так внезапно встретились. То есть у него целенаправлен был на то, что ему нужно найти себе женщину.
У него есть план. Он будет ее искать, и он... Ну, это тоже не первая попавшаяся должна быть. То есть он не за статусом туда шел. Не просто так, что вот вы мне скажите, на ком жениться, я женюсь, мы подписываем документы, и продолжается вот эта вот вся канитель. Неважно непосредственно личность человека. Не так было. Ему нужна была женщина, которая бы ему понравилась, которую бы он захотел. Он сам ее выбирал. И он, когда ее увидел, он подумал, что она достаточно подходящая для этого. Потому что она была, или как сказать, создавала впечатление человека, с которым можно основать вот это вот. И он, наверное, тоже произвел впечатление человека как не стабильного, а что-то между стабильностью и уверенностью. Человека, на которого можно положиться. Человека, который подходит под представление о том, с кем можно основать. Вот эта вот 4 жезлов – это то место, в котором ты основываешь будущее свое состояние, будущую свою стабильность какую-то. И ему захотелось этого, и она как будто то ли производила впечатление, то ли он произвел на нее впечатление, что в принципе эта пара может сработать, как будто бы они более-менее друг другу подходящие. Что ему очень сильно понравилось, что он заметил, что было первое, что он заметил в ней, что его прям привлекло и что заставило его остановиться в своем выборе именно на Грейс Келли, а не на ком-то другом, потому что он как бы в активном поиске тогда был и с разными женщинами встречался. И то же самое спросим про нее. Что конкретно послужило, какое конкретное качество, какое конкретное впечатление послужило вот именно финальной точкой того, что выбор сделан, что да, действительно, это будет именно этот человек. Что это было для Ренье и что это было для Грейс. Ренье вроде как пора было уже решать. Видимо, она ему понравилась чуть больше, чем все остальные. Время-то уже поджимает, и как будто бы решать уже пора. И вот с этой самой решительностью он такой, да пусть будет она. Она хорошая, красивая, она мне нравится. Что-то там у нас общее есть, желание какое-то я к ней проявляю. Пусть будет она, потому что уже пора, потому что я так решил. И она соглашается и принимает его попытки усерьезнить их просто внешнее какое-то знакомство, потому что это будет следующий шаг. Даже, как мы знаем теперь уже из исторических каких-то соображений, что это никак не связано непосредственно с шагами по профессии, да, не то, чтобы он ее там промоутировать и как-то продвигать своими деньгами мог бы, да, такая поддержка как бы финансовая того, что она планирует делать. Она в результате из кино ушла и непосредственно профессии свои деньги зарабатывать перестала. Но все равно следующий шаг, стать женой князя, делал ей гораздо более устойчивое положение, более стабильное. И вот она планировала его надолго, и она подумала, что если я выйду замуж за этого человека, то у меня будет стабильность, у меня будет устойчивость, у меня будет вот эта вот семья. Это практически клан. Я вхожу в длинную цепочку семьи с историей и собираюсь ее продолжить. После нас тоже будет какая-то история в этой семье. Уверенность в завтрашнем дне, что ли, какая-то стабильность и устойчивость сыграла вообще роль в том, что она вот выбирала бы она между там трубочистом и Ренье, она бы выбрала Ренье. Опять, это было такое больше практичное решение, чем какая-то эмоциональная вспышка. Да? И в свете того, что она жезловая достаточно женщина, разумная, спокойная, холодная, она вот приняла такое решение, что это будет правильный и качественный шаг на будущее, да, на перспективу. Чудесно. Вот они, значит, у нас познакомились, поженились. И что это были за взаимоотношения? Что это был за брак? Ренье в этом браке. Его ежедневные мысли, чувства и действия. Мощно, по-королевски. И Грейс в этом браке. Мысли, чувства, и действия. Давай туза. Нет, не туза. Слушайте, хороший брак, устойчивый брак. Опять же, не сильно эмоциональный, не то чтобы как-то по вспышкам, но вот он ее любил. Как он о ней заботился, он ее холил и лелеял. Здесь не было конфликта никакого. Хорошие, стабильные отношения, как ни странно.
люди, ну, в смысле, никак не странно, а людям же все время кажется, что если ты выходишь замуж за рояла, за какого-нибудь, то, скорее всего, это какой-то холодный расчет, и вы, скорее всего, на фотографиях делаете красивое лицо, улыбаетесь, постоянно за ручки держитесь, а за закрытыми дверями вы там наверняка собачитесь, грызетесь и вообще неделями не разговариваете, потому что, ну, не может совпадать красивая картинка с достаточно стабильным и комфортным состоянием внутри. Прям-таки по большой кристально чистой настоящей любви за принцев замуж не выходит. Это какой-то всегда расчет. В данном случае, да, может быть, но ничего плохого из этого не получилось. Никто не поругался, никто никому на пятки не наступал, никто никому не противоречил. Он у нас весьма царская особа здесь. Он вел себя как главный, он вел себя как решительный. Он человек, который знал, что делать, знал, когда делать. А она, ну, если не рвалась с энтузиазмом как-то в это во все, она, конечно же, не умела быть роялти. И, конечно же, он ей подсказывал, но это какое-то вот приятное такое сотрудничество. Ей нужно было учиться, ей нужно было что-то, как-то себя преобразовывать. Она теперь уже была не актриса и делала не то, что она, чему она училась, и то, что она умела делать. Ей нужно было учиться чему-то новому. Она, в принципе, достаточно с открытым сердцем и с желанием, с таким. Но вот я говорю, что не то, чтобы оно было какое-то жгучее прямо, и каждое утро она подскакивала на 2 часа раньше будильника, потому что давайте, 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 я наконец-то стану княжной и буду делать все эти княжеские свои обязанности. Но, в принципе, она была достаточно открыта к идее того, что нужно учиться чему-то новому, нужно делать что-то новое, это что-то интересное, это что-то, что я не делала раньше никогда. А он ей подсказывал, намекал, рассказывал, как это надо делать, потому что он четко это знал, потому что он сам князь с детства, его этому учили. Почему бы не поделиться этими знаниями, почему бы не научить свою жену правильно быть членом правящей семьи? В принципе, он ее вполне себе любил, он ее вполне себе обеспечивал, он о ней вполне себе заботился. По факту он ей вот много чего давал, и не только по деньгам, ну, то есть она, как будто бы не он ей давал, да, потому что в браке по документам описано, что это в какой-то мере общее, может быть, ну, не поровну, конечно, и не совсем она там от балды начинала тратить деньги, но что-то из этого было и ее в том числе. Но он ей давал, он над ней, как сказать, покровительствовал все это время. Он вот рассказывал ей, как правильно, обучал ее, где-то там подсказки какие-то давал, где-то советы. С очень искренней стороны. То есть он правда о ней заботился. Правда хотел сделать ее жизнь, ну, если не лучше, то комфортной. Ну, потому что она ему нравилась, потому что она была красивая. Может быть, он даже был влюблен в нее. Кубки-то тоже не самые плохие. И она у него в мыслях такая любвеобильная, как сказать, не любвеобильная, а любви достойная женщина. Не противоречила она этим чувствам, он ее видел, он ее хотел любить и испытывал к ней какие-то максимально позитивные эмоции, потому что она как бы предрасполагала его к этому. И этот человек, ну вот все свое княжество он учился. Вот она не то чтобы с огромным энтузиазмом, но хотела бы в этом во всем поучаствовать и вкладывала туда запасы свои, какие есть. Вот сколько могла, она могла этого хотеть. Сколько могла, столько она вкладывала туда возможностей своих сделать что-то. Опять же, иерофант в действии – это постоянное, как-то впрямую обучение, конечно, но это, как сказать, впитывание в себя этой информации. И вот как мне сформулировать, что шаг от императора к иерофанту не был шагом назад? Вот у нее есть эти императорские представления, да, о границах, правилах, нормах. В иерофанта ты идешь, это как будто бы не вниз, не хуже становится, что ты из императора становишься человеком ближе к образованию. Но иерофант – это тоже рамки, правила, моральные какие-то устои, это какой-то фундамент, этому нужно было обучиться, нужно было измениться внутри себя. Она этого всего не знала, и это что-то новое для нее. Это какой-то другой фундамент, это не то, чему ее учили, не то, как она росла. Она росла в Америке, в другой стране, с другими представлениями, с другими какими-то... У нее другое было совершенно воспитание. Она вообще не думала о том, о чем должна думать
княжна, королевишна, принцесса или еще что-то. То есть у нее даже основания для этого не было. Это вообще какой-то другой был человек. И тут она приехала и достаточно с энтузиазмом начала этому всему обучаться, впитывать это в себя, вот трансформировать это свое внутреннее состояние нормы, внутреннее состояние правил, новые законы, новая манера поведения, новая манера разговора. То есть это вот перманентное такое, долго в течение всего этого брака она училась становиться другим человеком. Лучше, хуже, но другим человеком. Не американкой, актрисой Голливуда, а монакской принцессой. Как она на самом деле чувствовала себя в этом браке, ну вот как она себя проявляла, что ли, как она ощущала себя в этом браке, и он тоже. И что они друг другу показывали, давайте для внутренности. Это не то, чтобы какие-то секреты друг от друга, но вот что действительно человек чувствовал, и как он себя ощущал внутри этих отношений, и что он транслировал своему партнеру именно. Не нам наружу, не как бы мы это смотрели на фотографиях, а вот внутри своих отношений, как они себя чувствовали, и что они транслировали, что он транслировал, как она себя чувствовала, и что она ему транслировала. Но все-таки он заботливый был и помогал. Все-таки у него были достаточно позитивные в ее сторону эмоции. Любил, несомненно. Помогал, заботился. И вот в этот ряд, здесь опять шестерка кубков, правильно написанная на тему того, что нарисованная, на тему того, что есть шестерки кубков с помощью взрослого или не взрослого, но более взрослого человека маленькому ребенку, то есть какая-то поддержка, моральная в том числе. А есть карта про воспоминания, про приятные впечатления из детства, да, какие-то хорошие моменты, которые даже во взрослую жизнь с собой можно притянуть и как-то с ними взаимодействовать. Воспоминания вот эти вот хорошие, которые формируют тебя из детства. Вот он в это пытался ее интегрировать. Он ей подсказывал, рассказывал, заботился, советы какие-то давал, пытался встроить ее вот в эту длинную цепочку семьи. Это, ну, как бы он внешне это ей показывал. А она это все копила и собирала. Она, правда, была похожа на человека, который... Но устойчивая, стабильная, она не эмоциональная. Это такая вот, правда, не сильно типичная женщина, которая там может ножкой топнуть, взбрыкнуть, покапризничать, что-то как-то высказаться, там, что я хочу, что я не хочу. У нее, видимо, не было такого. Ее, видимо, намуштровали как-то, то ли в детстве строгие родители, то ли какие-то жесткие рамки голливудские, где там тоже не сильно покапризничаешь. Она человек, который спокоен, стабилен, как сказать, принимает все, что тебе дают, и держится за это. То есть она это правда копила, она это старалась, не то чтобы она это раздавала, не то чтобы она это не ценила, не то чтобы она этим разбрасывалась каким-то образом, не то чтобы она это там в одно ухо влетело, в другое вылетело, как будто она собирала это все, она копила, она сохраняла это все в себе. Она соглашалась с тем, что да, дай мне эти советы, они мне нужны. Не то, чтобы она ходила и их просила, но если ей эти советы давали, она их воспринимала как хорошо, теперь я и это знаю тоже. Окей. Ну и не отказывалась от в целом хорошего благосостояния, да, не отказывалась или, может быть, даже проецировала себя как человек, которому почему бы раз в месяц не подарить какой-нибудь подарочек, например, или не сделать какой-нибудь сюрприз, не обязательно самый дешевый. Ты все-таки принц, можешь вот как-то... А он, да, он ей давал такой, да, я могу подарить сумку, могу подарить кольцо, могу подарить там вокруг света круиз или еще что-нибудь. Он ей это давал с удовольствием, а она это практически с удовольствием принимала. На самом деле что? На самом деле муж был. Да, у нее, конечно, с чувствами и как-то с самооценкой даже больше. Даже не с самооценкой. С самооценкой у нее все в порядке. Она о себе думала хорошо. И думала она о себе высоко достаточно. Она в своих собственных глазах была выше средней массы, это несомненно. Но вот по поводу, как сказать, личности своей внутренней, того, что ты можешь делать то, что хочется, больше, чем то, что надо, тут вот ее как-то, видимо, прямо надрючили с самого детства, действительно.
Она была женой за мужем. Там не было места желанию, капризам, еще что-то. Она была замужем. Вот все. У нее было внутреннее такое состояние, что я сейчас в таком положении, я сейчас жена князя, деваться от этого некуда, разводы не приветствуются. У меня есть, да, права, но и обязанности. Это брак, это официальное состояние. Это какие-то рамки, это какое-то правило, это какой-то закон внутренний. Предположу, что не было и гуляний каких-нибудь, например, налево с ее стороны, потому что такая как-то высокоморальная карта. Я замужем, я рожаю ему детей, я выполняю свои княжеские обязанности, я делаю то, что надо делать, потому что там по расписанию, да, на год или на полтора вперед уже все эти встречи там описаны, еще что-то. Я забочусь там о каких-то фондах, я благоустраиваю там Монако, она шикарный совершенно сад, то ли она его образовала и там как-то в нем даже работала, цветы сажала, потрясающей красоты место просто, я каждый раз вспоминаю, прям во сне снится. Потом ее именем этот сад назвали. То есть она вот прям по правилам, прям она приняла этот брак, не знаю, насколько искренне, но все выхода, что ли, не было. Ну, опять же, так сейчас звучит у меня, сама себе противоречу, потому что это не из-под палки было сделано, ее не заставляли, она не переживала и не страдала на тему того, что она должна делать чего-то, чего она не хочет. Она и хотела этого тоже. Да, ей дарят машины, да, ей дарят кольца, да, но это естественное состояние, когда ты замужем за князем. А я замужем за князем. Он мне и кольца с сумками дарит, а я с ним хожу на официальные приемы, потому что так это принято, потому что так это я замужем за князем. А он, наверное, в рамках того, что я про нее говорила, несколько витал в облаках, потому что как-то я смотрю, что во всем раскладе кубки как-то больше на его сторону, что ли, ложатся, или какая-то чувственная сторона даже больше на его сторону ложится, как будто бы он немножечко в иллюзиях каких-то был, но немножечко. Не то, чтобы он сильно обманывался. Она не транслировала ему картинку какой-то безумной, страстной любви. Она в этом смысле не врала. Это не был какой-то холодный расчет, что сейчас я его здесь соблазню и всячески покажу ему, как я его безумно люблю, чтобы получить какие-то бонусы, там, деньги там, или еще что-нибудь. Она искренне достаточно была и достаточно стабильна в своей этой холодности и усидчивости. Но он ее любил, и он о ней заботился в какой-то легкой иллюзии о том, что и чувства там тоже присутствуют. Не то чтобы их совсем не было, она его, конечно же, наверное, она любила его в рамках там, дружбы, заботы, благодарности, какое-то уважение. Вот, да, вот такая, не страстная любовь какая-то физическая, не эмоциональные какие-то всплески, что прямо в глазах темнеет и сердце останавливается, когда я его вижу. А он вот чуть-чуточку это в ней предполагал, как будто бы вдруг она ко мне чувствует. Это она внешне такая холодная, это она внешне такая вот это рамки приличия, это вот ее такое воспитание. Но на самом деле я знаю, что внутри она меня любит и прям очень хочет, и прям вот это вот все. Какой-то немножко такой легкий самообман, не сильный, он не транслировал это. Но вроде как, может быть, даже ожидал этого от нее, потому что я же все для нее делаю, ее так сильно люблю. Так сильно о ней забочусь. У нее есть все, что она хочет. Наверное, она любит меня обратно. Казалось бы, что плохого я сделала, чтобы она меня не любила. Вот такие у них были отношения. А потом она разбилась. И он очень сильно переживал и не женился больше. Почему одной картой? И посмотрим, как она там, что с ней случилось. Почему он больше не женился? Он же мог, он был не сильно старый. Я так понимаю, законодательство Монако, не то чтобы я в нем очень сильно разбиралась, но я так понимаю, что Монако не полностью независимое государство. У них есть прописанный какой-то в документах независимость от, если ничего не путаю, то Франции. Но могу путать, может быть, Испании. В общем, от кого-то другого, чуть более большого. У них есть прописанная какая-то независимость. Вот они отдельное, само по себе княжество с наследуемым вот правлением. Да? То есть это не выборочная какая-то там республика там или какой-нибудь, где парламент там действует или еще что-то, или какой-то наместник им туда назначается каждый раз. Нет, у них наследственная система правления вот этого всего.
Но там есть какие-то ограничения на тему того, что обязательно потенциальному правителю, каждому следующему, нужно жениться, и у тебя должен быть наследник мужского пола. Потому что если этого нету, вот в этом самом документе о независимости прописано, что если этого нету, если у Монако нету мужского рода правителя следующего поколения, то как будто бы независимость каким-то образом спадает, и это Монако обратно уходит под крыло, под правление своего вот этого сюзерена главного, и как будто бы тогда следующую фамилию нужно будет устанавливать на правление. Как-то там будет искаться другой какой-то род, который будет править, возможно, тоже в наследственной форме. Могу напутать. Есть такой блогер Люда Блаш Суприм. Она рассказывает в основном про английскую фамилию, королевскую, но и про другие страны она тоже рассказывает, и в частности про Монако у нее был отдельный ролик, где вот она вот эти вот тонкости с самого исторического дна до сегодняшних дней расписала. Вот я что послушала, что выслушала, то вам сюда передала, может быть, перепутала все. Искренне совершенно рекомендую, сходите. Ее зовут Люда Блаш Суприм. Точно знаю, что телеграм-канал у нее называется «Бабкин престол», а вот как у нее YouTube-канал называется, этого я, к сожалению, не помню. И вот там она регулярно, раз или два раза в неделю выпускает ролики очень интересные про всякие разные роялти по всему миру. И про Монако там тоже было. Я, может быть, даже ссылку первым комментарием к этому видео положу непосредственно на тот самый ролик, где вот она историю этого самого Монако рассказывала. Да, так возвращаясь к моей идее про то, что женился Ренье, потому что ему надо было, по законодательству, ему нужно было найти жену, которая бы родила ему наследника. Вроде как обязанности жениться потом снова у него не было. И судя по его отношению к своей жене, и у него как раз могли быть интрижки, потому что это такое достаточно спокойное отношение и такое немножечко свысока, да, то есть он ничего серьезного до развода доводящего, никаких измен, никаких конфликтов, никаких ссор и прямо вот каких-то драк на эту тему не было, но погуливать мог в принципе. Чисто теоретически ничего не значащие какие-то просто поступательные телодвижения. Но вот вроде как необходимости жениться у него не было, но тем не менее люди вокруг говорили, что мог бы, еще не самая старость, и могла бы быть у тебя княжна, которая бы помогала тебе в том числе выполнять свои княжеские обязанности, ну, потому что очень там много чего нужно делать, они друг другу массово делегируют это все, потому что один человек этим всем заниматься физически не в состоянии. Так вот, почему он не женился? Ну, хотя бы даже не прямо сразу, разумеется, там, погоревать год, два, три, но дальше-то почему он не стал жениться? Все-таки любил, все-таки были эмоции. Все-таки ушли эти чувства, ушла эта женщина из жизни, и вроде как не надо тебе больше ничего. Что ходить искать то, чего уже нет? Уже были чувства и уже кончились. Ну да, он, наверное, подумал, что эту страницу я закрываю, зачем бы мне еще раз жениться на ком-то, кого я даже и не люблю, это же заново надо выбирать, заново привыкать к этому человеку. Он не очень расчетливый, он не то чтобы женился бы просто, вот я говорю, ради галочки на ком-то, кто никакого отношения к нему не имеет. Он совершенно искренние чувства испытывал к Грейс, и когда ее не стало, ему просто пропала у него необходимость какие-то чувства испытывать к другому человеку. Вот ушла, и очень жаль, очень грустно, эмоции кончились, и новых не прибавилось в этот момент. Давайте посмотрим, что там с ней случилось. Как хорошо, что с ребенком в результате оказалось все в порядке, потому что вот с дочкой она ехала в этой машине, и что-то у нее там какой-то инсульт, инфаркт, тромб или что там у нее произошло. Это так, официальная версия. Значит, был ли это тромб и действительно какое-то физическое состояние ее? Кто-то говорил, что ей подпортили машину, и есть такие конспирологические теории. Какие варианты мы сейчас будем раскладывать? Мы будем раскладывать на то, что кто-то помог ей уйти из этой жизни путем повреждения машины, допустим. Это будет один из вариантов. Второй вариант у нас будет, что это было по состоянию здоровья, что это была случайность, что к этому никто не был готов. Какой взять третий вариант? Какие еще были фантазии на тему ее ухода? Что она специально это сделала, кстати,
что она специально, значит, срулила с этой дороги. Вот только я не помню почему. Слушайте, была какая-то трагедия. Что-то там она узнала, с кем-то она посадила. Какая же была трагедия, божечки, сейчас мне надо посидеть, подумать. Слушайте, не вспомню. Это позорище, конечно, для моей памяти. Но в целом точно я вот прямо сейчас отчетливо вспомнила, что была какая-то теория на тему того, что она сама срулила с этой дороги, потому что она была в какой-то очень трагической ситуации, она как-то была очень расстроена, о чем-то она там с этой дочкой своей разговаривала. То ли она про мужа что-то узнала, то ли ей что-то сказали, то ли это как-то с детьми было связано. В общем, короче, вот у нас было 3 варианта, значит, давайте сначала у нас будет кто-то помог случиться этой аварии, случайность и собственное желание. Давайте посмотрим. Кто-то помог этой аварии, что это все произошло случайно и непредсказуемо, и что она сама эту аварию создала. Раз, два, три. Смотрите-ка, а у меня получается, что кто-то ей повредил машину. И даже это кому-то известно, да? Кто-то повредил ей машину. Зачем? В свете того, что карта лежит именно страшного суда, я подозреваю, что эта информация будет раскрыта. Об этом будет известно. Я не знаю прямо сейчас, знаем ли мы, кто это сделал. По-моему, даже это не считается официальной версией. То есть как будто бы, если даже кто-то знает, что это произошло, мы не знаем, кто это и не знаем почему, но по суду эта информация обязательно станет явной. Обязательно ее раскроет кто-то. Там происходит сейчас какое-то расследование на эту тему. Повторюсь, это не является официальной версией. Никто официально, скорее всего, этим не занимается, но где-то подпольно по распоряжению непосредственно самого Ренье, может быть, кто-то, какие-то частные агентства или какие-то закрытые отделы какой-нибудь безопасности или еще чего-нибудь прям-таки занимаются выяснением того, кто это сделал и зачем. Это вообще происходит, кто-то давал указания найти виновника, они расследуют вообще причины этого повреждения машины. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Есть вот какая-то, если предполагать карту силы, как сказать, двумя полярными состояниями одного явления, то есть какой-то лев злой, агрессивный, есть какая-то ситуация неприятная, есть какая-то тайна, может быть, какая-то суть конфликта, и есть мягкая, спокойная, неторопливая, опять же, не агрессивное, не пробивающее вот кулаком стены, такое исподволь, медленно, спокойно, какое-то витиеватое хождение вокруг да около для того, чтобы успокоить эту ситуацию. То есть все равно какие-то, я как вижу себе, подковерные какие-то тихие, незаметные действия происходят. Все-таки они нет-нет, да и вот кругами, ходя вокруг этой проблемы, чуть-чуть сужают постоянно свой вот этот вот диаметр окружения вот этой самой точки, постепенно, медленно подходя непосредственно к самой сути. Кто бы это мог сделать вообще? Ну, как я вам на картах спрошу, кто? Сказали бы мне фамилию вообще? А зачем надо было повреждать эту машину? Чего они хотели добиться, те, кто это сделал? Они хотели добиться ее гибели, они хотели повлиять как-то на Ренье, они хотели просто, чтобы несущественная авария, может, они гибели не хотели, может, они хотели просто какую-то вот такую штуку сотворить, чтобы как-то слегка напугать, но непосредственно лишаться человека при этом не стояло в планах. Зачем они это, что они хотели, вот эти вот люди, которые это сделали, они чего хотели добиться? Ну, если в лоб читать эти карты, то кто-то захотел. Почему? Потому что ему стало скучно. Это что за повод убить человека вообще? И какой-то случайности в этом не было. Вот когда уточняю я карты, в большинстве случаев, процентов там 85-90, я выкладываю карты на то, какое состояние здесь есть и какого состояния здесь нет. Какой-то случайности
здесь нету. Кармы какой-то здесь нету. Это не какое-то наказание, которое должно было тебя все-таки настичь так или иначе. Просто кто-то что-то захотел. Почему? Потому что стало скучно. Вообще без каких-то моральных и острых необходимостей для этого. Это что за ответ такой? Как такое может быть вообще? А его найдут вот этот по силе, вот они ходят вокруг него кругами уже сколько лет прошло, они продолжают вот сейчас эту деятельность, они вообще найдут, кто это? Когда-нибудь в ближайший год 3-5. Год, 3 и 5. Как все равно либо найдут, либо уже нашли, но видите, как защищают эту информацию, не скажут. Никто никому ничего не скажет. И потом тоже не скажет. То есть если изначально складывается, ну, то есть они ищут эту информацию, большое количество людей или не очень большое количество людей как-то замешано в расследовании и знает вот эти вот все подробности, сначала это все будет большим секретом, подписка о неразглашении и вот это вот все, а потом это тихо, мирно, плавно уйдет вообще в песок. То есть об этом никто никогда никому ничего не будет говорить. Это будет такая вот прямо за 7 печатями. Но как все равно, то ли она есть, эта информация уже, то ли они вот прям близки к этому. Какое-то внутреннее моральное удовлетворение. Хотя бы даже сейчас Альберу, наверное, было бы хорошо. Ренье уже нету с нами. А Альберу, наверное, очень интересно. Он, скорее всего, он в теме и продолжает эти поиски. Когда найдет или если уже нашел, то успокоился на эту тему, получил свое внутреннее моральное удовлетворение на тему того, что он знает правду. А мы не узнаем. И очень жаль. Но опять же, конспирологические теории – это всегда повод для новых таро-раскладов. Вот так вот у меня сегодня получилось. Пишите, что думаете. Очень жду ваших комментариев. Если не сложно, поставьте лайк. Передавайте привет моему Степану и увидимся в новом году. Пока-пока.